Всем доброй ночи, дорогие друзья. Вы все знаете любовь и страсть цыган к ворожбе, ко всякому вызову, призыву денежной силы, привораживанию женихов, присушкам, зазывам и прочее. И на этом цыгане, собственно, и зарабатывали веками, и жили за счет колдовства, магии. Правда, потом развелось среди них очень много всяких непонятных людей, точно так же, как и во всех профессиях, да. Но в любом случае цыганская магия осталась как одна из самых сильных магий, способной дать человеку то, что он хочет. Вы еще знаете страсть цыган к картам, ко всякому роду предсказаниям, гаданиям, к силам карт, а позже и к силе Таро. И очень много информации просочилось в интернет, и много всякого начали делать, как бы якобы ритуалы. А на самом деле ничего такого дельного и настоящего не предложили людям. Потому что мало людей, которые действительно реально владеют цыганской магией и знают все эти древние секреты. Сейчас я вам хочу подарить зазыв богатого жениха. Внимание, дорогие женщины, этот ритуал не призыв любви любимого человека. Этот ритуал призыв богатого человека. Полюбите вы его или просто будете уважать, потому что он будет щедрый к вам, это уже другой вопрос. Но ритуал здесь не подразумевает встреча с любимым человеком. Здесь встреча чисто конкретно в корыстных целях богатого любовника или богатого мужчину, спонсора, я не знаю, давайте так, на современный лад папика, как хотите. Но мужчина, который будет вас содержать. Для этого ритуала вам понадобится купить колоду карт и не брать сдачи. Или рассчитайте так, чтобы вам, то есть, чтобы не надо было вам возвращать большие деньги. Рассчитайте эту цену карт и столько и отдайте. Или не берите сдачи мелочью. Карты лучше купить в женские дни. Это среда, пятница, суббота. То есть дни, которые заканчиваются на букву А. Это женские дни называются. Покупайте эти карты в женские дни. Вытаскивайте оттуда короля червей или сердца. Дама сердца и король сердца. Не обязательно, чтобы карты были вот такого типа. Вы можете взять, какой вам нравится. Обычные карты. Игральные. Вам нужно купить каркаде, чай. Это уже можете сдачу брать, можете нет. Это не имеет уже отношения к этому делу. Вам нужна красная свеча. Вам нужно полусладкое вино. Красное вино и белое вино. Кунжут либо мак. Красная нить и красный мешочек я не взяла, потому что мне там такого сейчас искать нужно. Мне, в принципе, не нужно. Мне всего лишь вам показать. Красный мешок, немного меда, желательно настоящий мед. На вас должно быть одета одна старая вещь, одна новая вещь. Ну, или в одежде, или в украшениях, без разницы. Одна вещь чужая. Ну, можно мамино кольцо, например, надеть, предположим, да, или подарок, который вам подарили, тоже подходит. То есть то, что не ваше, не вами куплено. Значит так, одна старая вещь, одна новая вещь. Одна вещь чужая, одна своя. 4 типа вещей должно быть на вас одето. Или надето.
Например, старое кольцо, новое кольцо, да, на руки. Там подарок, браслет и свои одежды. Одним словом, рассчитайте так, чтобы у вас было 4 вещи, вот именно такие, какие я говорю. Если вы хотите, чтобы все получилось, как вам хочется, вы должны следовать этим законам и канонам. Это полностью из цыганской магии, просто заговор мой. И то где-то просачивается цыганская магия. В любом случае, это мною создано, и оно работает. Вы должны убрать все заколки с волос. Волосы должны быть распущены, они должны быть свободны. Потому что волосы – это наша связь со Вселенной, это как антенна. Она должна быть свободной, чтобы ловить связь, если уж так сказать, грубо говоря. Зажигаете вот эти лепестки суданской розы, или каркадель еще называют египетская роза. Не обязательно, чтобы прям сильно горела, чуть-чуть хотя бы, чтобы она дала аромат. Я не буду на этом концентрировать особо внимание. Главное, я вам расскажу, а вы сами сделаете. Так. Итак, начнем. Здесь есть призыв демонов определенных, которых призывали испокон веков в разных культурах, в цыганских в том числе, для своих особых дел или для просьб. Поэтому не бойтесь, не пугайтесь, их можно призывать, потому что они из другой сферы, не из той темной сферы демонов, которые служат только практикам. Гаэна, я думаю, вы знаете, это на цыганский лад луна. Название матери Луны или матери лунной богини. Я заклинаю серебряной луной, о Матерь Гаэна, прими мою мольбу. Кликом я кличу женихов, щедрых да знатных, на золото богатых. По приказу и от имени матери Гаэны я призываю 12 демонов. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Перген, Фатаха. Идите по всему миру в поисках богачей. Кто ищет жену, хозяйку и друга, пусть станет пленником моих очей. Заблудится в капканах волос, на колени падет, покорится, полюбит меня и со мною к венцу стремится. Как воск тает от огня жгучего, так богач стремится к моим стопам от слова моего могучего. 12 демонов, берите меня за руку и приведите к золотому венцу, к жизни богатой, к жениху доброму душой и щедровой рукой. Далее берете мед. Значит, мажете сначала карту дамы. Немного взяла. Да ладно. Вот так. А потом карту короля. Угу. Мед липнет к моим рукам, а богач ко мне прилипнет. Да будет так. Возьмите, вот так вот друг к другу приклейте. Плотно. Угу. Берем красную ленту. Так. Вот так. Крест-накрест здесь нельзя. Вот таким образом только. Крест-накрест это печать как запрет, а он нам не нужен.
над пламенем вот так вот проводите. 12 печатями, 12 демонов желаемые получаю. Истинно ключ, замок, язык. Аминь, аминь. И в сотни раз аминь. Да будет так. Берите вино, красное вино и белое. И красное вино выливайте в белое со словами: красное вино с белым сливается, богатый жених у меня появляется. Да будет так. Вино оставьте до утра, утром вылейте, потому что духи возьмут оттуда все, что нужно им, и он уже можно его выливать. После этого берете кунжут или мак. Я сейчас не буду высыпать с окна. Подходите к окну и говорите: нет счету кунжутовым семенам, не будет счету богатым женихам. Все богачи к моим стопам. Аминь. И вот прям так сыпите с окна. Только с окна, ни со двери, ни с куда. Значит, с окна высыпали это все. На следующий день берите 12 монет, поднесите к дереву, положите и скажите: когда получу желаемое, еще больше отдам. Отвернитесь и уходите. Значит, ритуал совершается в сумерки. Уже солнце должно сесть после заката. Это раз. Во-вторых, после того, как вы это сделали, положите в красную материю или в красный мешок. И нужно положить под подушку всегда, когда ложитесь спать. Этот мешок нужно ложить туда. Можно и не вытаскивать, можно прямо вот так в вашей постели оставлять. Но если вы будете постель менять, естественно, вытаскивать, положите отдельно, потом снова ложите. Желательно, чтобы каждую ночь под вашей подушкой в красной материи или в красном мешке вот это вот было. Когда вы встретите мужчину, который вас удовлетворит, с которым будет хорошо, который поможет вам и деньгами, и всем на свете, и вы поймете, что больше вам никто не нужен, вот это сожгите. Не бойтесь, никуда он не денется. Просто этот поток женихов прекратится, потому что вам уже не нужно. Потому что когда вы это делаете, вы открываете некую дверь, портал, откуда идут то, что вы попросили. Да? И когда вам уже не надо, вы это просто сожгите и остановите этот процесс. Если человек вас устраивает. Если нет, пускай дальше будет, пока появится еще лучше. Желаю успеха вам. Если вы правильно сделаете, все получится. Вот под роликом зазывы любовные там, или вернуть любимого, еще что-то, французский ритуал я давала, да? Очень много комментариев. Очень часто пишут, что вот мы сделали, я прям не верила, а он позвонил. И да, естественно, если я же вам сказала, вы сами удивитесь этому результату, только надо делать как положено. И вопрос о перце все-таки я затрону. Перец не прыгает, что делать, ничего не делать. Не обязательно, чтобы он прям прыгал и танцевал лезгинку. Просто, если он начинает трескаться, или вы уже чувствуете, что там перец уже весь раскаленный, просто читайте сверху, как сказано, и делайте, как там говорится. То есть не обязательно, чтобы этот перец прыгал. Перцы есть разного качества. Бывает иногда перец более сырый, бывает в магазинах там от сырости он уже как-то впитывает эту сырость и не особо такого качества. Вообще он должен прыгать, когда долго на сковороде, господи, лежит. Но если не прыгает, это не трагедия, не переживайте. Просто сделали и все, и отпустите. И, пожалуйста, моя к вам просьба, когда вы делаете подобный ритуал, пока у вас не будет результата, не пишите. Вот я сделала, вот сегодня вот прям сделала, или 5 минут назад я тоже сделала, сейчас вот жду, получится или нет. У вас может не получиться вполне, потому что магия любит тишины. Говорить надо о результате после. Пока это не получилось, не надо об этом распространяться и говорить, потому что
Вы, понимаете, тайна магии существует. Вы отпустили эту ситуацию, вы попросили, и вы должны ждать молча, никому не говоря, чтобы оно не потеряло свою силу. Когда вы сказали, вполне возможно, что он потеряет свою силу, и у вас не получится. Поэтому не поступайте глупо. Получили, после говорите. Сделали 5 минут назад, не обязательно об этом писать в форуме. Вот я сейчас сделала, и вот мне интересно, получится или нет. Вполне может не получиться. Всем удачи!